«Эй, что это у тебя там? Щенок! Пацаны, гляньте, какой маленький! Дай посмотреть!» Один из подростков потянулся к мохнатому комочку. «Убери руки! Не дам! Ты его замучаешь!» Лариса крепче прижала к себе щенка. Тот дрожал и тыкался мордочкой в плечо Ларисы. «А ну, дай его мне!» Долговязый подросток ухватил щенка за шерсть и дернул. Щенок забился в руках Ларисы и заскулил. Остальные подростки громко засмеялись. «Серега, ты ему клок шерсти вырвешь!» — крикнул кто-то из мальчишек. «Пусти!» — закричала Лариса. «Что тут у вас?» — раздался за спинами подростков грубый голос. Мальчишки оставили щенка и повернулись на голос. «Они у меня щенка отнимают», — пожаловалась Лариса подошедшему парню, который был немного постарше. «Это не твой щенок. Ты его на улице подобрала», — огрызнулся один из подростков и снова попытался вырвать его из рук девочки. «Отпусти!» — крикнула Лариса. «Я нашла, значит, он мой. А ну, оставь девчонку в покое». Высокий парень схватил подростка и отшвырнул от Ларисы. Остальные мальчишки бросились в рассыпную. «Еще встретимся, разорвем на части твоего щенка», — крикнул Серега и тут же скрылся в кустах. Спаситель сел на скамейку рядом с Ларисой. «А ты чего тут сидишь? Поздно уже с собакой гулять. Этим щенок твой понадобился, а другим, может, и ты понадобишься. Иди домой». Девочка съежилась от его слов. Родители не пустили меня с ним домой. Отец сказал, чтобы отнесла туда, где взяла, потому что самим есть нечего. А он же маленький, погибнет на улице или мальчишки замучают. Они одного кота связали, на дерево повесили и смотрели, как он дергается. «Что, бедно живете?» Парень посмотрел на Ларису внимательным взглядом, оценив короткие рукава курточки. Отец деньги у матери ворует и пропивает. И мать терпит. Парень покачал головой. Терпит. Ругаются часто. Отец и ударить может. Я просила маму уйти от него, уехать к бабушке в деревню, рассказывала Лариса, прижимая к себе притихшего щенка. А мать сказала, что он без нее погибнет, сопьется совсем. Понятно. Это называется выученная беспомощность. Привыкла, значит, твоя мать к пьянкам отца. Не видит выхода, думает, что недостойна лучшего. Боится и не хочет ничего менять. Ага, она так прямо и говорит. А вы откуда знаете? Лариса удивленно посмотрела на взрослого парня. Читал, один американец в опытах на животных доказал, что люди, как и животные, привыкают к плохой жизни и не хотят ничего менять, не верят, что смогут жить лучше, даже когда появляется такая возможность. Оправдывают свою пассивность. У меня тоже отец пил, бил мать. Она тоже боялась уйти, тянула, пока он ее однажды не убил. Парень вздохнул. Лариса округлила глаза от страха. «Убил?» — срывающимся голосом переспросила она. «Да, отца посадили. Я ему так и сказал, когда его забирали, что, если вернется из тюрьмы, я его тоже убью». Лариса крепко держала дрожащего щенка и сама тоже дрожала. Она не могла представить, что отец может убить маму. Хотя, когда он в последний раз ударил ее, мама упала и ударилась головой о край стола. Отец испугался, а Лариса долго ревела и не могла успокоиться. «А ваш отец вернулся?» — спросила девочка. «Пусть только попробует», — продолжил парень. Пришлось забыть про учебу. Пошел работать. «Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» — поинтересовался парень. «Я не думала еще. Животных люблю», — ответила Лариса, пожав худенькими плечиками. «Значит, ветеринаром будешь. Вот иди домой, учись, потом уезжай отсюда и добейся своей цели. Не предавай мечту и не позволяй никому отнять ее у тебя». Парень поднялся с лавочки. «А, щенок!» — испуганно вскрикнула Лариса. «Так давай его мне. Я один живу, не обижу, не бойся». Он протянул руки к щенку, и Лариса нехотя отдала его парню. «А как вас зовут?» — крикнула она ему вслед. Он остановился и обернулся к ней. «А как ты назвать его хотела?» — спросил он. Вместо ответа. «Каштан!» — выкрикнула она первое имя, пришедшее на ум. «Хорошо, пойдем, Каштан». И парень ушел, унося щенка с собой. Лариса смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Потом она соскочила со скамейки и поплелась домой. В небольшой ветеринарной клинике шел обычный день. Входная дверь открылась, и в коридор вошел мужчина с крупной собакой на руках. На боку пса была кровавая рана. Молодая девушка в синем костюме встала и показала на стол. «Положите его сюда». Пес тяжело и часто дышал. «Что случилось?» «Мы гуляли с Каштаном.
На меня из кустов вышли двое, стали требовать деньги. Я ударил одного, а другой достал нож. Каштан бросился на него, схватил нападавшего за ногу, а тот пырнул его ножом. «Спасите его, пожалуйста. Я любые деньги заплачу». «Почему Каштан?» Осматривая пса, спросила Лариса. Девочка одна мне его еще щенком отдала. Родители не пустили ее с ним домой. Она сказала, что хотела назвать его Каштан. Лариса внимательно посмотрела на мужчину, перевела взгляд на раненого пса на столе. «Будем оперировать. А вы подождите в коридоре». Мужчина отошел к двери, но не уходил. Когда после операции Лариса вышла, он тут же вскочил и бросился к ней навстречу. «Не переживайте, все хорошо. Зашила вашего Каштана. Спит после наркоза. Я оставлю его на 2 дня у нас. Оплатите в регистратуре операцию и 2 дня стационара. Ему нужно уколы делать и перевязки. Через 2 дня. Приходите за ним или оставьте свой телефон, мы позвоним. Спасибо большое. Я приду через 2 дня», – поблагодарил мужчина. Лариса никак не могла поверить, что из маленького пушистого комочка вырос крупный красивый пес, а его хозяин – это тот парень, который отбил их с щенком от подростков. Она помнила его слова о выученной беспомощности, она сразу рассказала матери и уговорила ее все же уехать на лето к бабушке. А отец остался дома и продолжал пить. Однажды подрался с собутыльниками, кто-то ударил его бутылкой по голове. В больницу не пошел, думал проспится и все пройдет. Но утром он ничего не видел. Соседи вызвали скорую. Отец умер в больнице через неделю. Мать обвинила в случившемся Ларису. Если бы не уехали в деревню, не оставили его одного, ничего этого не случилось бы. После смерти отца мать замкнулась в себе, на Ларису не обращала внимания. Иногда за целый день не произносила ни слова. После окончания школы Лариса поступила в ветеринарное училище. В прошлом году мать познакомилась с мужчиной. Тот тоже пил, но не так сильно, как отец, не бил хотя бы. Она ушла к нему, оставив Ларису в их квартире. Но она уже начала работать. Справлялась одна. С матерью они до сих пор общались натянуто и редко. Каштан быстро шел на поправку, но хозяин не пришел за ним ни через 2 дня, ни через 3. «Лариса Григорьевна, мы не можем больше держать пса у нас. Проплачено только 2 суток», – ворчала директор клиники. Лариса забрала Каштана к себе домой. Он грустил, слонялся по чужой квартире, заглядывал ей в глаза, отказывался от еды. «Случилось что-то с твоим хозяином, но он обязательно придет за тобой, вот увидишь. Нужно есть и подождать», – уговаривала Лариса Каштана. Через 2 недели они с псом возвращались с прогулки. Вдруг Каштан сорвался и бросился в сторону. Лариса побежала за ним и увидела, как мужчина с перевязанной рукой сидит на земле, а Каштан лижет ему лицо и скулит от радости. «Спасибо большое, что взяли его к себе. Мне рассказали в клинике, дали ваш адрес», – сказал мужчина, подошедший Ларисе. «Вы очень выручили меня. Я попал в аварию». На следующий день он внимательно посмотрел на нее. «А знаете, я вас вспомнил. Вы та девочка, которую 10 лет назад родители не пустили домой с щенком. Никогда не думал, что мы встретимся. Вижу, девочка послушалась меня и осуществила свою мечту, стала ветеринаром. Я запомнила про выученную беспомощность. Но это не помогло спасти отца. Он умер после драки». Лариса рассказывала без сожаления. «Спасибо вам большое. Ну что, Каштан, пойдем домой». Мужчина сделал несколько шагов в сторону, но Каштан не пошел за ним. Он стоял и смотрел то на хозяина, то на Ларису. «Эй, предатель, ты что? Ко мне!» Но Каштан не сдвинулся с места. Он посмотрел на хозяина и залаял, потом опустил к земле морду и заскулил. «По-моему, вы ему понравились, он не хочет с вами расставаться». Мужчина развел руки в стороны. «Меня зовут Михаил, а вас? А знаете что? Пойдемте ко мне, вы же только что из больницы. Я вас ужином накормлю. Пошли, Каштан». Вместо ответа сказала Лариса и махнула рукой, зовя пса за собой. Каштан подбежал к ней и оглянулся на хозяина. Тому ничего не оставалось, как принять приглашение. Вот такая история, роль судьбы, в которой сыграл Каштан. Он щенком познакомил 2 людей, а потом снова свел их вместе через 10 лет. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.